Приветствуем вас на канале Книги, Истории, Факты. В этом видео мы хотим рассказать несколько интересных фактов. Надеемся, его просмотр будет вам не только интересен, но и полезен. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео и поддержать нас любым удобным способом. Человеческий организм удивителен, и хоть все мы его видим на ежедневной основе и по множеству раз, остается для людей разумных загадочным объектом. Вот уж сколько тайн оно хранит, и так много еще предстоит выяснить ученым. В этом видео мы решили подобрать правдивые, интересные, а в некотором плане и крайне необычные и даже невероятные факты, которые, возможно, вы не знали о нашем теле. Нет, правда, некоторые из них настолько удивительны, что кажутся выдуманными, но на самом деле эти факты об организме человека абсолютно реальны. 1. Наш мозг таит в себе множество загадок, и их не меньше, чем скрывают в себе мировые океаны и наша Вселенная. Но несмотря на это, мы уже многое знаем о нем. Например, ученым известно, что он состоит примерно из 86 миллиардов нейронов. Впрочем, это еще не все удивительные факты о нашем мозге. Мозг человека не переходит полностью в режим сна, оставаясь полусонным, когда впервые засыпает в новом месте. Как он это делает? Одно полушарие бодрствует больше, чем другое. В исследовании университета Брауна ученые обнаружили, что когда человек ложится спать в незнакомом месте, чаще всего у него бодрствует левое полушарие головного мозга. 2. Когда мы кому-либо помогаем, мы испытываем те же чувства, которые получаем при удовольствии или вознаграждении. Есть такой психологический эффект, называемый кайфом помощника, который проявляется, когда мы кому-то помогаем. Оказывается, когда мы оказываем помощь, в нашем мозгу высвобождаются те же вещества, что и при получении удовольствия или получении за что-то денег, награды или вознаграждения. Ученые считают, что такие вещества улучшают психологическое состояние человека, поддерживая его крепкое здоровье. Есть данные, что частая помощь другим людям приводит к увеличению продолжительности жизни. 3. Почему во время разговора по телефону мы ходим туда-сюда? Оказывается, так наш мозг компенсирует недостаток визуальной стимуляции во время общения с другими людьми, которых мы не видим, когда говорим по телефону. 4. Когда мы спим, мы в буквальном смысле промываем свой мозг. Как известно, есть много причин, почему глубокий и спокойный сон необходим для нашего физического и психического здоровья. И вот недавно этот список пополнился еще одним плюсиком за здоровый и крепкий регулярный сон. Ученые выяснили, что когда мы засыпаем, наш организм запускает поступление в головной мозг ритмичных волн крови и спинномозговой жидкости. По всей видимости, эти жидкости функционируют подобно циклам полоскания белья в стиральной машине. По мнению специалистов, так наш мозг очищается от токсинов и других вредных продуктов жизнедеятельности, которые накапливаются в течение дня, когда мы бодрствуем. 5. Когда собаки и люди смотрят друг на друга, мозг вырабатывает окситоцин, тот же самый гормон связи, который синтезируется в организме матери и ребенка, когда они смотрят друг на друга. Кстати, это открытие ученых может частично объяснить, почему именно собаки стали нашими спутниками в жизни еще тысячи лет назад. 6. Почему мокрое кажется мокрым? Оказывается, у человека нет специального чувства ощущения влажности, влаги, воды. Дело в том, что наша кожа не имеет для этого специальных рецепторов. Но как же тогда мы ощущаем мокрое? Британские исследователи предполагают, что восприятие влаги связано с нашей способностью ощущать холодную температуру и тактильными ощущениями, такими как давление и текстура. Понятие же влажности, на самом деле, возможно, это своеобразный трюк нашего мозга, который создает иллюзию восприятия на основе нашего предыдущего опыта со стимулами. 7. Нейроны в мозге могут передавать информацию со скоростью до 430 км в час. Кстати, скорость варьируется в зависимости от того, какой именно сигнал они посылают. Например, сенсорные рецепторы
посылают сигнал со скоростью около 241 км в час, а болевые рецепторы всего со скоростью около 3,2 км в час. 8. У нас в голове в течение дня появляется от 20 тысяч до 60 тысяч мыслей. 9. Беспокойтесь о том, что о вас думают другие, а зря. Есть исследования о том, что люди часто накручивают себя, думая о том, как выглядят в глазах окружающих. Оказывается, мы склонны преувеличивать свои промахи, ошибочно полагая, что люди о нас плохого мнения. 10. Человеческий мозг состоит из 86 миллиардов нейронов, что может показаться впечатляющим, но это не так. Вы сразу же перестанете чувствовать себя королем Вселенной, когда узнаете, что, например, мозг слона имеет 257 миллиардов нейронов, и его размер в 3 раза больше, чем у человека. 11. Когда два музыканта играют вместе, их мозговые волны синхронизируются. Ученые провели исследования и выяснили, что человеческий мозг может проявлять синхронную колебательную активность с другими людьми. Так, во время эксперимента специалисты изучили электроэнцефалограмму мозга 12 гитарных дуэтов, установив, что когда люди играют в паре и когда нужна особо строгая и сложная музыкальная координация для игры на музыкальных инструментах, мозговые волны музыкантов синхронизируются. 12. Эмоциональная и физическая боли активируют одинаковые области мозга. Когда люди чувствуют эмоциональную боль, активируются те же области мозга, что и при физической боли. В одном исследовании эти области активировались, когда люди испытывали экспериментальное социальное неприятие со стороны сверстников. В другом эксперименте те же области мозга также активировались, когда люди, недавно расставшиеся со своими партнерами, просматривали фотографии своих бывших. Когда же нам что-то причиняет физическую боль, в нашей голове также наблюдается активизация тех же участков мозга. Во время исследования одной группе давали парацетамол, который обычно облегчает физическую боль, а другой давали пустышку, плацебо. В итоге ученые выяснили, что те, кто принимал лекарства, меньше испытывали чувство обиды. 13. Человеческий мозг – самый мощный компьютер во Вселенной. При вычислительной скорости, эквивалентной примерно 10 триллионам вычислений в секунду, человеческий мозг является самой мощной вычислительной машиной в мире из известных на сегодняшний день. Причина, по которой наш мозг настолько превосходит мозги других видов, заключается в том, что у нас есть руки, запястья и язык, которые позволяют нам, во-первых, использовать инструменты, ну а во-вторых, и самое главное, мы научились общаться друг с другом. 14. Взрослые люди моргают 10-15 раз в минуту. Младенцы и дети моргают от 1 до 3 раз в минуту, подростки от 3 до 10 раз. Взрослые моргают почаще до 15 раз в минуту. Никто не знает, почему происходит смена частоты моргания с возрастом, но, похоже, детям по какой-то причине не нужно держать глаза настолько влажными. Ученые предполагают, что это происходит потому, что рефлекс регулируется дофамином, одним из гормонов и нейромедиаторов системы вознаграждения мозга. Дофамин лежит в основе множества других функций, от контроля движений и гормонального фона до обучения и мотивации. Таким образом, частота моргания младенцев может кое-что сказать о развитии дофаминовой системы и, возможно, даже отражать индивидуальные различия в некоторых аспектах нервной системы младенцев. 15. Человеческий глаз способен различать около 1 миллиона цветов. Здоровый человеческий глаз имеет 3 типа колбочек, каждый из которых может различать порядка 100 разных цветовых оттенков, поэтому большинство исследователей сходятся во мнении, что наши глаза в общем могут различить примерно 1 миллион оттенков. Тем не менее, восприятие цвета – это довольно субъективная способность, которая варьируется от человека к человеку, поэтому определить точные цифры попросту невозможно. Например, женщины способны видеть больше оттенков цветов, чем мужчины, благодаря особому строению этих самых колбочек. 16. Глаза обладают отдельной иммунной системой.
Это необходимо для того, чтобы ваша обычная иммунная система не считала глаза инородным телом. В противном случае стандартная иммунная система ослепила бы вас. 17. У людей есть линии на коже, прописанные в ДНК, они называются линиями Блашка и образуются на путях миграции эмбриональных клеток. Оказывается, полосы присутствуют не только на теле у тигра, кожа человека имеет похожий полосатый рисунок. Мы просто этого не видим до определенного момента, который у большинства никогда не наступает. Эти полосы на нашем теле называются линиями Блашка. Содержатся они изначально в ДНК каждого человека. Образуют V-образную форму на спине, форму завитков на боках и плечах и волнообразную на голове. Естественно, встречаются и у животных. Образуются по мере деления клеток и роста нашего тела в утробе матери. Эти ряды клеток, включая клетки кожи, выглядят одинаково и поэтому не видны в обычном случае, но могут показывать себя из-за некоторых высыпаний, которые могут проявляться строго по этим линиям, делая их видимыми. А иногда их можно разглядеть при достаточно мощном ультрафиолетовом свете. 18. Человеческое тело обычно использует только 30% силы мускул. Единственный раз, когда ваше тело активизируется на полную мощность, это когда речь идет о жизни или смерти. Цена полной мышечной силы – это разорванные мышцы, переломы костей, стресс и другие возможные травмы. 19. При беге на дальние дистанции человека не сможет победить ни одно животное в мире. Одна из причин, по которой люди эволюционировали как доминирующий вид на планете, заключается в том, что мы являемся уникальными бегунами на длинные дистанции. Когда дело доходит до выносливости, у людей нет конкурентов. Мы можем бежать дольше, чем любое животное на планете. Наше секретное оружие, наши потовые железы, которые позволяют нам одновременно бежать и охлаждаться. Наши длинные ноги, которые позволяют нам делать длинный, устойчивый шаг. И наше вертикальное положение. Таким образом, наша способность легко бегать на большие расстояния превратила всех животных в добычу или жертву, что помогло нам стать доминирующим видом на Земле. 20. Еще одна из причин доминации человеческой расы в мире заключается в том, что все мышцы у нас в теле работают совместно. Наши мышцы имеют лучший баланс между силой, ловкостью и скоростью. Что касается самых сильных мышц нашего тела, то икроножная мышца – это мышца, способная оказывать наибольшую силу, а челюстная мышца – это мышца, способная оказывать наибольшее давление. Язык также крайне универсальная мышца, а самая большая мышца в организме человека – ягодичная. Да, многие другие виды на Земле способны быть лучше нас в чем-то одном или схожи по возможностям между собой, но ни один из этих видов не имеет столь удачного баланса наших мышц. 21. Структура рук и суставов людей гораздо более развита, чем у других существ. Функциональность рук и запястья еще одна из причин, по всей видимости, одна из главных, по которой мы смогли эволюционировать в качестве доминирующего вида на планете. Если бы наши суставы рук и запястья не были настолько развиты, мы бы не были на таком функциональном уровне, как сейчас. Суставы запястья и руки настолько сложны, что при повреждении запястья вылечить его при сложной травме будет практически невозможно. Поэтому берегите свои руки. 22. В процессе эволюции оба пола формировали друг друга психологически. В принципе, то, как мужчины и женщины развивались вместе, побудило мужскую часть населения развить в себе способы защиты, что сделало их доминирующими охотниками, а женское тем временем эволюционировало в мастера продолжения рода и ухода за детьми. Поэтому, поскольку мужчины создали безопасное пространство для жизнедеятельности женщин, женщинам удалось развить и отточить свои чрезвычайно сложные функции в качестве основы для расширения человечества. 23. Люди – одни из немногих видов млекопитающих, которые не производят собственный витамин С из-за отсутствия определенного фермента. 24. В человеческом теле столько же волос, сколько у обезьяны. У нас такое же количество волос на теле,
как у обезьян. Причина, по которой мы не выглядим такими же волосатыми, как обезьяны, заключается не в том, что у нас меньше волос по их количеству, а в том, что наши волосы намного тоньше и меньше по длине, чем у приматов. Считается, что процесс перехода от толстых волос к тонким произошел около миллиона лет назад, но пока нет единого мнения, почему это произошло. 25. На теле человека находится до 5 миллионов потовых желез. Если мы будем заниматься физической активностью в жаркий день, мы можем потерять от 1 до 3 литров пота. Это в первую очередь будет зависеть от размера тела и возраста, но тем не менее, это больше, чем у любого другого вида на Земле. Более того, некоторые исследования показали, что даже если мы сидим при нормальной температуре, ничего не делая, мы можем потерять более 500 мл пота в сутки. Потрясающая терморегуляция. 26. Человеческое тело излучает свет. Да, вы не ослышались. Так что, по факту, мы буквально сияем. Впрочем, люди не одиноки в этом. Считается, что все живые существа испускают какой-то свет. Но увидеть его можно только при помощи очень чувствительных специальных приборов. Как вы думаете, биолюминесцентные животные, такие, к примеру, как рыбоудильщики, это круто и классно. Хорошие новости для всех тех, кто завидовал этому феномену и с детства мечтал светиться в темноте, как собака Баскервилля из произведения Конан Дойла, посвященного приключениям грозы всех преступников Англии Шерлоку Холмсу. Мы тоже светимся в темноте в результате процесса, называемого испускание биофотонов. Проверить это невооруженным взглядом невозможно. Свечение в 1000 раз слабее того, что мы можем зафиксировать самостоятельно, поэтому доверимся исследованиям ученых. Тем более они доказали, что химические реакции в наших клетках действительно испускают мизерное количество света, которое можно уловить при помощи сверхчувствительных камер. 27. Человеческий глаз по разрешению соответствует 324-мегапиксельной фотокамере. При угле обзора, равном 90 градусов, считается, что разрешение глаза равно 324 мегапикселям, а в дополнение периферическим 576 мегапикселям. Таким образом, фотокамера должна обладать 576 мегапикселями, разрешение 32К, чтобы ее качество соответствовало качеству наших глаз. Чтобы представить это в сравнении, большинство телефонов имеют лишь 12-мегапиксельную камеру, а самая мощная камера в мире может снимать в качестве 400 мегапикселей. Неплохо, но все равно не дотягивает. 28. Просыпаясь утром, вы будете на 1-2 см выше, чем к вечеру. Сон и горизонтальное положение снимают давление, оказываемое силой тяжести на наши позвоночники, что позволяет нам как бы оказываться выше по утрам. Но в течение дня из-за того, что вес и гравитация наваливаются на наш позвоночный столб, суставы сжимаются, и к вечеру мы возвращаемся в прежнее состояние. 29. Желудок окружен большим количеством мозговых клеток, 500 миллиарда нейронов, столько примерно содержится в мозге кошки. Все это наша энтеральная нервная система. Она контролирует пищеварение, которое действует автономно, имеет собственную память, может управлять рефлексами, у нее даже есть свои сенсоры чувств. Важную роль в ритмической моторной активности этих органов играют такие элементы энтеральной нервной системы, как двигательные нейроны и клетки-водители ритма. 30. Кашель обладает буквально взрывным действием. Среднестатистический кашель позволяет вытеснить более 3000 капель со скоростью 80 км в час. Тем не менее, кашель, на самом деле, ничто по сравнению с чиханием, которое может выбросить до 100 тысяч капель со скоростью более 320 км в час. Поэтому, пытаясь подавить в себе рефлекс чихания или кашля, делайте это осторожно, чтобы не получить травмы. Как же именно мы чихаем? Человек быстро вдыхает 2,5 литра воздуха. Надгортаник закрывается, голосовые связки смыкаются, так что воздух остается в легких. Затем мышцы живота сильно сокращаются,
Это приводит к повышению давления в легких примерно до 13 килопаскалей или даже большего. Внезапно голосовые связки и надгортаник открываются, небный язычок опускается, в результате чего воздух под давлением на высокой скорости проходит через трахею, гортань и, наконец, через нос. 31. Раньше у всех людей были карие глаза, но мутация, произошедшая у людей между 6000 и 10 тысячами лет назад, разнообразила цвет радужки глаз. 32. Но сегодня вокруг себя мы видим глаза множества разных цветов. У 79% людей карий цвет глаз, у остальных синий, голубой, янтарный, зеленый или серый. Однако считается, что со временем цвет глаз вновь откатится к карим, а другие цвета постепенно исчезнут в течение последующих нескольких сотен лет. 33. Синовиальная суставная жидкость – это самый скользкий материал на планете. В организме выполняет функцию внутрисуставной смазки, предотвращая трение суставных поверхностей и их изнашивание. Участвует в поддержании нормального трения суставных поверхностей в полости сустава, повышает их подвижность. Обеспечивает питание суставного хряща необходимыми веществами и служит дополнительным амортизатором. 34. Подобно отпечаткам пальцев, у каждого человеческого языка имеется свой уникальный отпечаток. 35. Люди – единственный вид, который может плакать. У многих животных есть слезные железы, но эти слезы служат только для увлажнения глаз. Дело не в том, что у животных нет чувств, а в том, что одним из способов выражения чувств людей является плач. 36. У многих видов могут быть однояйцевые близнецы, но только у людей они рождаются так часто. Большое количество видов может производить однояйцевых близнецов, но, как и у людей, это редкое явление. Никто точно не знает, почему идентичные близнецы редки, есть ли польза от их появления на свет в эволюционном плане и как часто это происходит. 37. Кислота, содержащаяся в желудке, теоретически может растворить металл. 38. Средняя продолжительность жизни человеческого волоса от 3 лет до 7 лет. 39. У младенцев больше костей, чем у взрослых людей. Пожалуй, один из самых известных для широкого круга людей фактов, о котором мы знаем еще со школьной скамьи. Как известно, у взрослого человека, чей скелет уже сформирован, стандартный набор отдельных костей колеблется от 205 до 208 штук. Но почему люди в младенческом возрасте отличаются от взрослых своим опорно-двигательным аппаратом? А именно, известно, что скелет новорожденного в среднем обладает от 270 до почти 300 костей. А все это потому, что изначально скелет человека состоит из множества мелких косточек, соединенных в единую гибкую структуру хрящами, которые со временем срастаются в более крупные кости. В основном речь идет о костях черепа, таза и позвоночника. Взять, к примеру, череп, родничок младенцев – это, по сути, хрящ, состоит из остатков перепончатого скелета, который соединяет кости младенца. Это крайне важная часть детского скелета, позволяющая новорожденному появиться на свет и быстро развиваться, в частности, давая возможность акселерации роста головного мозга. 40. Аппендикс – не бесполезный атовизм. Аппендикс. Уж сколько проблем доставлял людям этот придаток слепой кишки. И ведь воспаление аппендикса, аппендицит, смертельно опасный недуг, который без оперативного хирургического вмешательства приводит к смерти. В свое время даже практиковали раннее удаление придатка, но врачи пришли к выводу, что такая операция бесполезна и даже вредна из-за возможных осложнений. Оказывается, наш аппендикс – это не бесполезный отросток, а важная часть иммунной системы человека. В настоящее время считается резервным хранилищем для хороших кишечных бактерий, которые помогают при различных расстройствах. Несмотря на то, что у многих людей удален аппендикс, они продолжают жить полноценной жизнью. Как же это происходит? Для борьбы со многими заболеваниями организму нужны полезные бактерии. Хранилищем таких бактерий является аппендикс. Поэтому удалять его нежелательно.
но при необходимости это делать нужно, чтобы избежать плачевных последствий. Вот что говорит по этому поводу Николас Вардаксис, адъюнкт-профессор кафедры медицинских наук Королевского технологического института в Мельбурне. «Я полагаю, что в организме на самом деле должно быть место, где хранились бы такие полезные бактерии. Но нужно учитывать, что в процессе эволюции организм человека совершенствовался и размер аппендикса сокращался. И, вероятно, те бактерии, что были нам нужны когда-то для обеспечения нормальной работы кишечника в первобытных условиях, сейчас уже не нужны в таком количестве». 41. Гусиная кожа – это попытка тела согреться. Уверены, вы видели птиц, которые в холодный ненастный день сидят редком и взъерошивают перья, словно пытаясь себя надуть как шарики. Аналогичные рефлексы есть и у любых других животных, от кошек и собак до волков и медведей, в том числе и людей. Именно это пытается сделать ваше тело, когда вы замерзли или получили сильный эмоциональный заряд, и появляется так называемая гусиная кожа, которая поднимает каждый волосок на теле, чтобы эффективнее задерживать под ними воздух и согреть вас. Конечно, эти мурашки не очень хорошо работают для согревания у людей, поскольку у нас не так много волос на теле, как у многих животных. И если вы присмотритесь, то заметите, что каждая мурашка будет расположена на волосяной фолликуле. Так вот, на самом деле у каждого волоска присутствует крошечная мышца, арректор пили, которая, сокращаясь, поднимает волоски по стойке смирно. 42. Мы дышим только одной ноздрёй, то левой, то правой. Еще один интересный факт, в который не просто поверить. Возможно, вы замечали, что когда вы простужаетесь и у вас закладывает нос, почти всегда одна ноздря оказывается забита, но второй можно дышать, и так они могут меняться до нескольких раз за день. Что происходит? А все потому, что мы дышим только через одну ноздрю, даже когда мы не простужены, и забитая ноздря во время болезни – это как раз та, которая в данный момент находится в состоянии покоя. Это называется назальным циклом, периодическим приливом крови к тканям носовой полости то с одной, то с другой стороны, из-за которых перекрываются левые или правые носовые ходы. И вы можете убедиться в этом сами, поднеся палец к ноздрям. Скорее всего, вы почувствуете более интенсивное дыхание с одной и менее интенсивное всасывание воздуха с другой стороны. Если вы дышите одинаково и левой, и правой ноздрями, скорее всего, вы поймали смену циклов. Подождите немного и снова попробуйте. 43. Длина сосудов кровеносной системы взрослого человека составляет в среднем приблизительно 160 тысяч километров. Кровеносные сосуды могут быть крошечными, незаметными, до 5 микрометров, что в 3,4 раза тоньше человеческого волоса, но они будут покрывать большую площадь на теле человека. В общий километраж входят артерии, вены и капилляры. 44. Желудок непрерывно переваривает сам себя. Если в вашем желудке так много ферментов и кислот, что он может переваривать мясо даже крупными кусками, почему он не переваривает сам себя? Оказывается, еще как переваривает. Правда, этот процесс при жизни будет продолжаться. Клетки, выстилающие стенки желудка, воспроизводятся быстрее, заменяя клетки, которые разрушаются в ходе повседневной работы и естественного износа в непростой среде. Итого каждые 3 дня у нас появляется абсолютно новая слизистая оболочка желудка. 45. Ваша ДНК на 99,9% идентична ДНК другого человека. Вы, наверное, думаете, что сильно отличаетесь от всех остальных, все так думают, но генетически все люди очень похожи. Даже если вы можете охарактеризовать другого человека, как человека, у которого нет вашей ДНК, правда в том, что у всех людей около 99,9% ДНК все же совпадает. Так и получается, что все существующие различия между вами и неприглядным незнакомцем-незнакомкой на улице заключаются в оставшихся 0,1% ДНК. А еще отличие нашего ДНК от ДНК шимпанзе составляет не менее мизерные, по межвидовым представлениям, 1,2%.
98,8% ДНК у нас с шимпанзе одинаковы. 46. Человек не может пощекотать сам себя, так как мозг игнорирует эти действия. Давление на определенные чувствительные части тела может привести к ощущению щекотки. Тем не менее, даже тем, кто больше всего боится щекотки, будет трудно пощекотать самого себя. Это потому, что наш мозг предвидит наши прикосновения, эффективно компенсируя щекотливые прикосновения к своему телу. 47. Ежегодно человеческое тело вырабатывает столько слюны, что ей можно заполнить ванну или даже две. Исследователями подсчитано, что ежедневно мы вырабатываем около 0,7 литра слюны. Таким образом, в течение года вы могли наполнить ванну или даже две, в зависимости от того, какого размера ванна находится в вашем распоряжении. 48. Гравитация делает нас ниже. Гравитация действительно делает нас ниже, а невесомость увеличивает рост космонавтов. Это зависит от особенностей строения позвоночника. Некоторые люди вырастали в космосе до 10 сантиметров менее чем за месяц пребывания. Ситуацию объяснил хирург-ортопед, кардиолог Владимир Хорошев. Это легко объяснимо в условиях невесомости. Изменяется структура хрящевой ткани, когда в условиях невесомости нагрузка на позвоночник изменяется в десятки раз, то хрящевая ткань межпозвонковых дисков просто расправляется, и это естественно ведет к изменению, к увеличению роста человека, а точнее длины его тела. 49. Зубы – это не кости. Можно легко спутать одно с другим. И зубы, и кости белые, твердые, но вот и все, что объединяет их. Различий куда больше. У зубов есть эмаль, самое твердое вещество в человеческом теле. Они состоят из дентина, под которым располагается пульпа, пучок, полный нервов, кровеносных и лимфатических сосудов. Кости же состоят из костного мозга, располагается внутри, губчатого вещества, надкостницы. Кость полна коллагена и кровеносных сосудов. Твердые части зубов не имеют ни того, ни другого. 50. Какие существуют части тела, в которых человек перестал нуждаться в процессе своей эволюции? Современные люди проделали огромный путь, прежде чем превратиться из неандертальцев в Homo sapiens, человек разумный. Многое изменилось с тех пор, и облик человека, и его повадки, и даже строение организма. Ведь много веков назад какие-то органы или части тела нужны были первобытным людям с одной целью – выжить. Но с развитием технологий и качества жизни, надобность в некоторых из них отпала, и они остались в теле лишь в качестве напоминания о прошлом, не выполняя при этом никакой функции. 50.1. Мышца, которая есть не у всех людей. Мышца palmaris longus, которая появляется на запястье, когда вы соединяете большой палец с мизинцем, оказывается, имеется не у всех людей. Более того, многие даже и не подозревают о ее существовании. Но не расстраивайтесь, если у вас ее нет, поскольку она постепенно теряет свою функциональность. Другими словами, эта мышца входит в число частей, которые находятся в нашем теле, но не используются. 50.2. Копчик. Копчик помогал нашим предкам, у которых был хвост в прошлом, сохранять равновесие и двигаться, но со временем он потерял свою функциональность, поскольку мы научились двигаться, находясь в вертикальном положении. В настоящее время является лишь связкой между мышцами и сухожилиями. 50.3. Орган Якобсона. Считается, что вомероназальный орган является вспомогательным органом, связанным с нашим обонянием. Он расположен в полости носа. Многие виды животных также имеют его, но на самом деле это не что иное, как рудиментарный орган, сохранившийся в процессе эволюции. На основании исследований ученых был сделан вывод о том, что орган, расположенный в носовой части нашего тела, не имеет активных сенсорных нейронов, как у животных. 50.4. Зуб мудрости. Когда зубы мудрости начинают появляться, по достижении определенного возраста, мы на стенку готовы залезть от боли, поэтому многие стоматологи предпочитают удалять их. Однако нашим предкам они были необходимы для измельчения растений.
Некоторые исследователи утверждают, что черепа и челюсти наших предков были больше. С течением времени пищевые привычки человека начали меняться, и челюсть начала сокращаться. По идее, зубов мудрости уже не должно быть во рту, но по какой-то причине они все еще там находятся. 50.5. Дарвинов бугорок. Выпуклость, которая может быть в обоих ушах, была впервые обнаружена Чарльзом Дарвином. Считается, что этот бугорок является наследием от наших предков. Эта особенность также встречается у приматов. 50.6. Мышцы уха. У некоторых обезьян есть мускулы в ушах, и они могут ощущать окружающие угрозы, двигая ими. Однако эти мышцы не развиты у людей и у приматов, таких как орангутанг, и для этого нет причины, которая объясняла бы это с биологической точки зрения. Однако вы можете встретить людей, которые умеют шевелить ушами. Эта черта, которая кажется большинству из нас удивительной способностью, вовсе не необходима нам для выживания. 50.7. Полулунная складка. Эту небольшую ткань в наших глазах некоторые люди часто принимают за слезную железу. Но полулунная складка – это остаток 3 века, который можно найти у некоторых животных, в частности птиц. В настоящее время эта складка помогает нам двигать глазами и избавлять глаза от слез. 50.8. Платизмальная мышца. Мышца платизмы, несмотря на то, что эстетически важна, ее еще называют мышцей молодости. Она не только отвечает за внешний вид передней части шеи и определяет тонус кожи, но и существенно влияет на состояние здоровья шейного отдела, не играет жизненно важную роль в нашем организме. Предполагается, что это остаток Panicculus carnosus, которую некоторые птицы и животные использовали, чтобы на них не садились насекомые или птицы. К примеру, пасущееся животное может дергать Panicculus carnosus, чтобы помешать птице взгромоздиться на ее спину. Это известно как дергание холки. 50.9. Рефлексы. Мурашки по коже, когда мы мерзнем или нервничаем, были в прошлом рефлексом, который нужен был нашим предкам, чтобы выглядеть крупнее в глазах врагов и пугать их. То же самое можно сказать и о волосяном покрове. С одной стороны, чем больше волос на теле, тем теплее. Но поскольку у современного человека достаточно теплой одежды, то у него отпала необходимость в обильной растительности на теле. Еще один пример. Желание младенцев что-то схватить – это рефлекс из прошлого. В далекие времена они хватались за шерсть матери, чтобы не упасть, когда она их несла. 51. Веснушки как средство защиты от солнца. Веснушки возникают вне зависимости от наследственности, однако на генетическом уровне предопределяется их количество. Давно известно, что причиной появления веснушек становится чрезмерное воздействие солнечных лучей на кожу. А виновато в этом содержащееся в коже красящее вещество под названием меланин. Однако, когда степень ультрафиолетового воздействия снижается, например, зимой, и кожа способна синтезировать витамин D самостоятельно, они бледнеют или и вовсе исчезают. Проще говоря, веснушки появляются там, где кожа наиболее уязвима, то есть подвержена солнечному воздействию. Поэтому организм и защищает эти места от травм, затемняя их веснушками. В последнее время веснушки можно наблюдать у многих людей, независимо от цвета волос или кожи, хотя раньше они наблюдались преимущественно у людей со светлыми или рыжими волосами. Это связано как с изменением климата, так и с мутацией генов из-за солнца, которой подвергались наши предки. Так что и по сей день веснушки продолжают защищать нас от избытка солнечного света. 52. Раннее облысение мужчин. Постоянные стрессы, напряжение, чрезмерная усталость, характерные для современной жизни, привели к тому, что многие мужчины начинают лысеть уже в возрасте 20 лет. Но это не единственные причины преждевременного облысения. Не менее важную роль играет и питание. Так, дефицит цинка и железа непосредственно сказывается на здоровье волос. А дефицит этих элементов в организме вызван, в том числе, отказом от потребления мяса, когда люди становятся вегетарианцами. 53.
снижение веса костей, снижение или даже отсутствие физической активности в современном обществе приводит к тому, что наши кости становятся более легкими и слабыми. Чтобы этого избежать, ученые советуют как можно чаще двигаться. Как общество, в современном мире мы стали более сидячими особями, чем когда-либо за всю историю человечества. Использование транспорта, сидячая работа, электросамокаты, электровелосипеды взамен обычных, покупки в интернете с доставкой на дом, отказ от занятий спортом, долгий серфинг в интернете, лежа на диване – все это противоречит активной природе человека. Даже дети наши стали менее активны, телефоны, компьютерные игры заменили им подвижные игры на улице. А во время их бурного развития в детстве физические упражнения играют важную роль в формировании скелета, особенно прыжки. По данным последних исследований, подвижные игры в детстве с элементами прыжков делают скелет ребенка на всю жизнь прочнее на 5,5%, причем всего за 6 месяцев. Исследования также показывают, что так называемые эпигенетические воспоминания могут передаваться из поколения в поколение. Это означает, что наш образ жизни сегодня может влиять на экспрессию генов в будущих поколениях. Если наши сидячие тенденции сохранятся, люди рискуют стать слабыми и более зависимыми, нуждаясь в усиленной поддержке со стороны уже и так раздутых служб здравоохранения. 54. Появление новой группы крови. В результате мутации генов и клеток в процессе эволюции, которую претерпели современные люди, появилась новая группа крови, называемая золотой кровью. Это кровь с нулевым резус-фактором. Она была выявлена у 43 человек по всему миру за последние 50 лет и поэтому считается крайне редкой и, соответственно, дефицитной. Кровь с нулевым резус-фактором называют золотой неспроста. Во-первых, она может быть перелита любому, кто имеет редкую группу крови в системе резус-фактора. Ее возможности в плане спасения жизни настолько велики, что ученые стараются отследить доноров этой крови, хотя сданные ими в банке крови образцы являются анонимными, с целью обратиться к ним в случае нужды. Кроме того, золотая кровь представляет собой огромную научную ценность, так как с ее помощью ученые пытаются понять физиологическую роль невероятно сложной системы резус-фактора. По мнению ученых, в будущем количество людей с нулевым резус-фактором будет расти. 55. Все большее ослабление иммунной системы. Сегодня люди все чаще страдают от аллергии, астмы и других распространенных заболеваний. Одной из причин этого является слишком тщательная дезинфекция наших домов и мест общественного пользования. Ведь чем меньше наша иммунная система сталкивается с бактериями и вирусами, тем беззащитнее перед ними она становится. Кроме того, люди зачастую прибегают к волшебной таблетке даже тогда, когда организм сам в состоянии справиться с заболеванием. Все это делает нашу иммунную систему слабой и уязвимой. Естественно, слабость иммунной системы может передаваться по наследству. 56. Дети вынуждены носить очки в раннем возрасте. Современные дети уйму времени тратят на общение с компьютерами, планшетами и телефонами. Все это приводит к тому, что их зрение, мягко говоря, оставляет желать лучшего. И если ничего не изменить, дальше ситуация будет только усугубляться. Выходом может быть сокращение времени, проведенного с электронными гаджетами, либо ношение очков и линз, либо проведение коррекционных операций на глаза. Но согласитесь, первое как-то предпочтительнее. Правда, точных доказательств того, что современные технологии в будущем приведут к повальному ухудшению зрения, нет. Есть теория о том, что зрение будет ухудшаться по иным причинам. Существует гипотеза, что современный человек больше не нуждается в остром зрении. Если бы мы были хищной птицей, например, сапсаном, то острое зрение для нас было бы вопросом выживания. С другой стороны, есть противники этой версии. По мнению некоторых ученых, острота зрения человека даже в древние времена не была особенно важна для людей, что означает, что плохое зрение не оказало заметного влияния на способность людей выживать. Тем не менее, последние исследования убедительно показывают,
что современные технологии и увлечение интернетом, телефонами и так далее могут все-таки отрицательно влиять на зрение молодых людей. Так, в Сингапуре и Сиднее было проведено исследование среди детей одинакового возраста. 628 детей, проживающих в Сингапуре, и 124 в Сиднее. Из тех, кто живет в Сингапуре, 29% имеют миопию, близорукость, по сравнению только с 3% тех, кто живет в Сиднее. Далее ученые обследовали родителей детей, у которых была выявлена миопия. Выяснилось, что у 32% Сингапур и 29% Сидней детей соответственно не было родителей с миопией, у 43% был один из родителей с миопией, а у 25% Сингапур и 28% Сидней было два родителя с миопией. Если бы близорукость была просто результатом унаследованных генетических мутаций, ее частота между странами не должна быть такой различной. Но почему тогда такая разница между детьми Сингапура и Сиднея? Внимательно изучив образ жизни детей в обеих странах, ученые выяснили, что единственным заметным поведенческим отличием между двумя группами детей было количество часов, которые дети проводили на улице. В Сиднее дети проводили на улице около 14 часов в неделю, а в Сингапуре всего 3 часа. Таким образом, по мнению исследователей, может иметь место тот факт, что человеческий глаз требует воздействия определенных видов стимуляции, обеспечиваемых активностью на свежем воздухе, для правильного развития зрения. В тех же странах, где новые технологии влияют на детей, которые меньше времени проводят на улице, это сказывается на развитии зрения. Кстати, проведение большого количества времени в школе также влияет на развитие зрения. 57. Деградация зубов. По словам ученых, у детей, живущих в городах с высоким уровнем жизни, употребляющих в пищу много мягкой, сладкой и в целом неполезной пищи, наблюдаются явные проблемы с зубами и в целом с полостью рта. А вот состояние зубов детей, которые едят больше твердой пищи, значительно лучше. К сожалению, современная жизнь таит в себе слишком много соблазнов в плане еды, зачастую не просто неполезной, а откровенно вредной. И если пищевое поведение в ближайшее время не изменится, то деградация полости рта будет наблюдаться и в последующих поколениях. 58. Ваше сердце может продолжать биться за пределами вашего тела. Компания TransMedics разработала систему, позволяющую донорским сердцам качать кровь во время транспортировки, и это удивительно. 59. Все мы знаем, что сердце – главный насос в нашем теле. Также известно, что кровь наше сердце качает под давлением. А знаете ли вы, что этого давления хватит, чтобы теоретически разбрызгивать кровь на расстоянии до 9 метров? 60. Средний взрослый человек имеет в 10 раз больше бактерий, чем человеческих клеток, живущих в организме. Другими словами, 90% клеток в нашем организме даже не принадлежат нам. 61. Если бы вы положили все свои кровеносные сосуды, вены, артерии и капилляры, вплотную и вытянули бы их в одну линию, они могли бы обогнуть земной шар более чем в 2 раза. Вы не поверите, общая длина сосудов вен, артерий и капилляров в нашем теле такова, что они способны обогнуть Землю 2 раза. 62. Во рту может быть больше бактерий, чем людей на этой Земле. Вы, наверное, слышали, что в нашем теле огромное количество бактерий. А знаете ли вы, что только во рту бактерий больше, чем население на планете? 63. В редких случаях у людей, которые получили травму правого переднего полушария головного мозга, развивается синдром Гурмана, расстройство пищевого поведения, при котором человек становится одержимым едой и думает о хорошей еде. Наш мозг – загадочный орган, который до сих пор мало изучен. Особенно странное поведение мозга наблюдается при его частичном повреждении. Например, есть такой синдром Гурмана, в результате которого у человека появляется непреодолимое стремление к употреблению деликатесов и других изысков.
Как правило, этот синдром в редких случаях проявляется при повреждении правого переднего полушария головного мозга. 64. К редким расстройствам относится синдром взрывающейся головы, при котором люди слышат громкий удар в голове, похожий на взрыв бомбы, прямо во время засыпания. Это странное неприятное явление, с которым могут сталкиваться люди при засыпании. 65. Разбитое сердце – это больше, чем метафора. Синдром разбитого сердца имитирует сердечный приступ и стимулируется стрессовыми или трагическими ситуациями. Синдром разбитого сердца – это не только когда кого-то бросил любимый человек. На самом деле это симптом заболевания сердца. Синдром разбитого сердца – это кардиомиопатия Такацуба заболевание, которое происходит из-за ослабления сердечной мышцы. 66. Когда вы краснеете, слизистая оболочка желудка также краснеет. Не верите? Дело в том, что покраснение лица человека вызывается двумя причинами. Одна – это физиологическая реакция, другая – психологическая. Основная причина этого явления – в особенности работы вегетативной нервной системы, отвечающей за кровоснабжение всего организма. При резком выбросе адреналина в кровь данная система усиливает свою деятельность. 67. Начиная примерно с 30 лет, вы теряете около 1,27 см в высоту каждые 10 лет. Да, к сожалению, с возрастом наш рост становится меньше. Как выяснили ученые, все начинается уже с 30 лет и продолжается до конца жизни. 68. Вы также теряете около половины вкусовых рецепторов к 60 годам, поэтому наслаждайтесь вкусами пищи, пока можете. 69. В 1940-х годах около 75% американцев утверждали, что они редко, если вообще когда-либо, видели сны в цвете. Эксперты говорят, что это связано с тем, что те, кто жил долгое время в 20 веке, в основном пользовались черно-белыми телевизорами. С развитием же цветного телевидения в наши дни это число сократилось до 12%. 70. У людей, как и у всех млекопитающих, есть водолазный рефлекс, который инстинктивно отключает определенные части тела для сохранения энергии при погружении в холодную воду. Другие млекопитающие используют его для охоты или ныряния, но мы используем его, чтобы выжить в условиях утопления. 71. Слезы, которые проливаются по разным причинам, например, от грусти, счастья или лука, на самом деле имеют разные химические составы. Да, оказывается, от причин, по которым из наших глаз текут слезы, зависит их химический состав. Например, если мы плачем от обиды, состав наших слез будет одним. Но когда слезы льются из-за раздражения от лука, состав слезной жидкости будет иным. 72. Человеческий мозг со временем уменьшился. Сегодня в среднем мозг человека весит 1300 граммов, от 1000 граммов до более чем 2000 граммов. Однако за последние 5000 лет наш мозг, похоже, уменьшился. Из археологических данных мы знаем, что почти везде, где мы можем это измерить в Европе, Китае, Южной Африке, Австралии, мозг людей уменьшился примерно на 150 кубических сантиметров, по сравнению со средним показателем около 1350 кубических сантиметров. Это примерно 10%, сказал палеоантрополог Висконсинского университета в Мэдисоне, США, Джон Хоукс. Что касается того, почему он сокращается в объеме, то, возможно, это связано с тем, что человек стал жить в большом обществе, и наш образ жизни, в отличие от жизни охотников-собирателей, связан с тем, что мы теперь можем полагаться на других людей в большем количестве вещей, что влияет на наше поведение. В итоге, возможно, мы теперь не так сильно нуждаемся в нашем мозге. 73. Мозг примерно на 73% состоит из воды. Сравните это с легкими, которые, по современным данным, на 83% состоят из воды. Кожа на 64%. В костях, по последним данным, содержится 31% воды. 74. Были случаи,
Когда у людей мозг развивался без мозжечка, это часть мозга, отвечающая за равновесие и координацию движений. Это редкое состояние называется агенезией мозжечка. Она была выявлена у нескольких пациентов. Например, у одного мужчины с этим заболеванием были некоторые проблемы с речью и равновесием, но он спокойно жил независимо и даже работал в офисе. Другой человек с этим заболеванием, 24-летняя женщина, не знала, что с рождения жила без мозжечка, пока врачи не обнаружили это. 75. Мозг имеет мягкую желеобразную консистенцию. Человеческий мозг от природы мягкий и желеобразный, потому что он состоит из очень большого количества жира, около 60% жира. Тот мозг, что можно увидеть в музеях, на уроках биологии и в медицинских институтах, обычно модифицирован для длительного сохранения экспоната. 76. Факт о том, что мы используем только 10% нашего мозга, фейк. Точно неизвестно, откуда взялся этот миф, но это чистой воды вымысел. На самом деле мы используем все возможности нашего мозга, а вот то, как он функционирует, ученые сегодня знают только на 10%. Одна из главных загадок нашего мозга, скрытого в нашей голове, заключается в том, что из всех клеток мозга только 10% составляют нейроны. Остальные 90% это глиальные клетки, которые инкапсулируют и поддерживают нейроны, но функция которых в настоящий момент неизвестна. 77. На ранней стадии эмбриона мозг представляет собой нервную трубку. Фундамент мозга закладывается очень рано. Через 3 недели после зачатия слой эмбриональных клеток, называемый нервной пластинкой, складывается и сливается в нервную трубку. Эта ткань станет центральной нервной системой. Нервная трубка растет и дифференцируется в течение первого триместра. Когда клетки дифференцируются, они образуют различные ткани, необходимые для создания многих частей тела. Только во втором триместре начинают формироваться глии и нейроны. Согласно исследованию 2000 года, опубликованному в журнале Radiology, на 24-й неделе беременности магнитно-резонансная томография показывает у плода несколько зарождающихся бороздок на гладкой поверхности головного мозга. На 26-й же неделе начинается третий триместр, борозды головного мозга углубляются, и он начинает больше походить на мозг новорожденного. 78. Отмороженного мозг может заморозиться. Этот феномен научно называется сфинопалативная ганглионевралгия, то есть невралгия основно-небного ганглия, нервного узла, передающего ощущение с неба в мозг. Она может возникать, когда вы слишком быстро едите что-то холодное, например, мороженое. Ученые считают, что это явление возникает в результате сужения или расширения кровеносных сосудов, которое происходит при реакции на холод. Дело в том, что как только наш организм чувствует холод, он посылает в мозг теплую кровь в качестве защиты от холодного воздействия. Например, кровеносные сосуды во рту от холодного мороженого быстро расширяются. Другие сосуды, например, сосуды на лбу, также могут увеличиваться или уменьшаться. Резкая смена кровотока может вызывать головную боль. Кстати, болевые сигналы при воздействии на холод в мозг приходят через тройничный нерв. 79. Мозг потребляет всего около 20 Вт энергии. Этого, например, достаточно для питания только одной маленькой лампочки. Наш мозг – одно из самых эффективных вычислительных биологических устройств. Сегодня многие писатели, сценаристы любят придумывать истории о том, что искусственный интеллект достиг возможностей мозга человека, став разумным, что привело к войне машин против человечества. На самом деле это чистая фантастика, даже в нашу эпоху невероятных технологий. Дело в том, что сегодняшние технологии искусственного интеллекта охватывают лишь крошечную область нашего мышления. В настоящий момент максимум, чего достигло человечество, это машинное распознавание образов. Да, конечно, технологии искусственного разума будут развиваться и дальше. Но не нужно забывать и о том, что и является энергозатратным процессом, а наш мозг потребляет всего 20 Вт. Вдумайтесь, что нашей вычислительной машине в голове
Чтобы охватить всю нашу мыслительную способность, необходима энергия, которую потребляет маломощная лампа накаливания. Для искусственного же интеллекта необходимо невероятное количество энергии для того, чтобы, например, распознать на изображении пингвина из 10 миллионов изображений. Для решения такой задачи требуются целые центры обработки данных, которые необходимо поддерживать в прохладе, охлаждать. Если бы мы знали, как научить искусственный интеллект и воспроизведению всего, на что способен человеческий мозг, нам потребовалось бы огромное количество атомных электростанций, чтобы обеспечить необходимую энергию. 80. Человеческий мозг состоит примерно из 86 миллиардов нейронов. Нейроны, также известные как нервные клетки, отвечают за передачу информации другим клеткам. Раньше считалось, что мозг содержит 100 миллиардов и более нейронов, но недавние научные исследования опровергли это. 81. Гипотетически у вашего мозга достаточно памяти, чтобы хранить весь интернет. Исследование, проведенное учеными из Института биологических исследований Солка, Калифорния, США, показало, что в гиппокампе хранится гораздо больше памяти, чем считалось ранее. По новым данным, объем памяти человека составляет примерно 1 петабайт. Это теоретически позволяет вместить в память весь мировой интернет. Однако это не означает, что мы действительно можем запомнить всю информацию из сети. Наш мозг имеет такое строение, что он не может так быстро обрабатывать такой объем информации. Наш процесс хранения данных происходит медленнее, чем мы воспринимаем мир, сказал исследователь памяти Северо-Западного университета Пол Рёбер. Представьте себе iPod с бесконечным объемом памяти. Даже если вы можете хранить каждую когда-либо написанную песню, вам все равно придется покупать и загружать всю эту музыку, а затем как-то извлекать отдельные песни из бесконечного каталога, когда вы захотите их воспроизвести на устройстве. А для этого нужен специальный механизм. 82. В вашем мозгу есть клетки вкусовых рецепторов. Центр вкуса человека в конечном счете находится в его мозгу, сказал доктор Чарльз Цукер из медицинского института Говарда Хьюза в медицинском центре Колумбийского университета. Специальные вкусовые рецепторы на языке определяют, что мы едим, сладкое или горькое и так далее, но именно мозг окончательно определяет значение этим химическим веществам, формируя ощущение вкуса от еды или от того, что мы пьем. 83. Префронтальная кора, часть мозга, отвечающая за рациональное мышление, полностью развивается только к 25 годам. По сути, это часть вашего мозга, которая помогает с самоконтролем, суждением и действиями с долгосрочными целями. 84. Основной рост нашего мозга происходит в первые 5 лет нашей жизни. Ученые подсчитали, что мозг растет примерно на 1% каждый день в течение первых 3 месяцев жизни, а затем уменьшается примерно до 0,4% роста в день. К тому времени, когда ребенку исполняется 5 лет, его мозг составляет около 90% размера мозга взрослого человека. 85. Мозг никогда не перестает меняться. Когда-то ученые полагали, что когда мы достигаем совершеннолетия, наш мозг теряет всякую способность формировать новые нейронные связи. Считалось, что эта способность, называемая пластичностью, свойственна младенцам и детям. Выяснилось, что это не так. Исследование, проведенное в 2007 году на пациентке, перенесшей инсульт, показало, что ее мозг адаптировался к повреждению нервов, несущих визуальную информацию, и научился извлекать аналогичную информацию из других нервов. Также было проведено несколько исследований, показавших, что мозг взрослых мышей может образовывать новые нейроны. Недавние же исследования обнаружили больше доказательств того, что человеческие нейроны создают новые связи и во взрослом возрасте. Кроме того, последние исследования воздействия медитации на человека показали, что интенсивная умственная тренировка может изменить как структуру, так и функцию мозга. 86. Мозг – это эксклюзивный клуб,
доступ куда разрешен только ограниченной категории. Подобно вышибалам в ночном клубе, совокупность клеток в системе крови мозга, называемая гематоэнцефалическим барьером, пропускает лишь несколько молекул во внутреннее святилище нервной системы в мозг. Капилляры, питающие мозг, тесно связаны с клетками, которые не пропускают большие молекулы. Специальные белки барьера транспортируют в мозг необходимые питательные вещества, так что во внутричерепной коробке проходят только избранные. К сожалению, гематоэнцефалический барьер, защищая мозг, также может препятствовать проникновению жизненно важных лекарств. Врачи, пытающиеся лечить опухоли головного мозга, научились использовать лекарства для открытия соединений между клетками, позволяющими лекарству поступать в мозг. Но это временно делает мозг уязвимым для любых инфекций. Одним из новых способов пронести лекарства через барьер могут быть нанотехнологии. Исследование 2009 года, опубликованное в журнале Cancer Research, показало, что специально разработанные наночастицы могут преодолевать барьер и прикрепляться к опухолевой ткани. В будущем сочетание наночастиц с химиотерапевтическими препаратами может стать одним из передовых способов воздействия на опухоли. 87. Вашему мозгу требуется время, чтобы обработать сигналы, поэтому все, что вы воспринимаете как происходящее в настоящем, на самом деле является снимком прошлого. Вашему мозгу требуется где-то порядка 100 миллисекунд, чтобы обработать сенсорный сигнал. Это означает, что к тому времени, когда ваш мозг решает, где что-то находится в данный момент, объект фактически находится где-то уже в другом месте реального мира. Ученым до сих пор не ясно, как мозг компенсирует такую задержку во времени. 88. Фактически наш мозг получает множественные визуальные сигналы различного типа от разных органов чувств, которые приходят в него с разной скоростью. Наш мозг может постоянно исправлять получаемую от органов чувств информацию, собирая ее всю вместе, как только все сигналы, которые движутся к мозгу с разной скоростью, достигнут финишной черты. 89. Когда ужасные вещи происходят в замедленном темпе, вы испытываете события с той же скоростью, что и любое другое событие в данный момент. То, что вы воспринимаете мир в замедленном темпе, это ваши воспоминания. Это на самом деле было проверено путем сбрасывания людей с высоты с одновременной фиксацией восприятия времени. Исследователи предположили, что в критических ситуациях восприятие времени течет медленнее, это самообман нашей памяти. И действительно, нам кажется, что в экстремальной ситуации время течет медленнее из-за наших воспоминаний об этом событии. На самом деле в момент критичной ситуации вы видели мир с обычным течением времени. Но наш мозг из-за опасной ситуации записал критичную ситуацию во всех подробностях, которые мы вспоминаем в замедленных кадрах. В итоге нам кажется, что в момент ужасной ситуации время текло медленнее. 90. Если вы восстановите зрение после того, как большую часть своей жизни были слепы, ваши глаза смогут работать, но ваш мозг скорее всего не будет знать, что делать с новой информацией. Существует не так много случаев, когда люди, потерявшие зрение в младенчестве или до рождения, обретают его впоследствии. Но у многих из тех, кто испытал это, были проблемы с тем, чтобы заставить их мозг понять, как интерпретировать визуальные образы. Так, человек может иметь проблемы с восприятием глубины. Или, например, внезапно прозревшие люди могут, но не всегда, видеть людей, уходящих от них прочь, которые буквально сокращаются в своих размерах. 91. Если вы наденете очки, которые перевернут мир вверх ногами, и поносите их так некоторое время, ваш мозг в конечном итоге перевернет изображение так, чтобы вам было удобно воспринимать мир в привычном для вас положении, но когда вы снимете их, реальный мир окажется для вас перевернутым. Впервые это продемонстрировал психолог Джордж Стрэттон. Для того, чтобы снова видеть мир в правильном положении, психологу в ходе одного из своих экспериментов пришлось ждать несколько дней, прежде чем его мозг смог это сделать. 92.
На самом деле существует редкая генетическая мутация, которая позволяет некоторым женщинам видеть в 100 раз больше цветов, чем большинству людей. Состояние, называемое тетрахроматическим, возникает из-за наличия 4 светочувствительных клеток-колбочек, рецепторов в вашем глазу, которые интерпретируют цвет, в отличие от обычных 3, которые есть у большинства людей. Одна женщина, которая имеет тетрахроматическое зрение, описала опыт наблюдения за миром в невероятном количестве оттенков так: «Я вижу под ногами различные камешки, имеющие цвет апельсинов, желтую пыль, асфальт с зеленым оттенком, голубые и розовые оттенки вокруг себя. Я отчасти шокирована, когда осознаю, что другие люди не видят то, что я вижу. Взгляните на свет на воде, можете ли вы увидеть розовый мерцающий на этой скале? Можете ли вы увидеть красное на краю этого листа?» 93. Люди видят не все части света. Некоторые животные видят некоторое другое излучение. Люди могут видеть в видимом спектре света, названном так потому, что он виден людям. Но пчелы, например, могут видеть ультрафиолетовый свет, длины волн короче, чем в видимом спектре, но не видят красный. Змеи в некоторых случаях могут видеть инфракрасный свет, более длинные волны, чем наш видимый спектр, то есть видят тепло. Это необходимо для выживания вида. Нам в нашей среде инфракрасный свет не нужен, так же как и ультрафиолет, поэтому эволюция нам способность видеть более широкий спектр видимого света не дала. 94. Есть также тонна других длин волн, которые никто не видит. Вот как выглядит спиральная галактика Мессии-106 в видимом свете, слева и с добавленными рентгеновскими и радиоволнами, справа. Посмотрите внимательно на 2 снимка. В невидимом нам рентгеновском и радиоволновом излучении спиральная галактика М106 имеет еще 2 спиральных рукава. В видимом свете мы не можем их видеть. 95. Забудь о зрении. Есть также тонна частот и звуковых тонов, которые люди не слышат. Нормальный диапазон человеческого слуха составляет от 20 Гц до 20 тысяч Гц, а человеческая речь обычно находится в диапазоне от 500 Гц до 3000 Гц. Например, белуха может слышать звуки до 123 тысяч Гц. 96. Когда вы ощущаете остроту от перца, ваш мозг на самом деле обманывается химическим веществом, содержащимся в нем, которое активирует части вашего языка, предназначенные для измерения температуры, в результате чего пища кажется вам очень острой. Химическое вещество называется капсаицин, и оно содержится в остром перце. 97. Не только острая пища обманывает вас. Есть такое вещество, которое делает кислые вещи, такие как лимон и лайм, на вкус очень сладкими после того, как вы их съели. Эффект обусловлен химическим веществом миракулин, которое содержится в ягоде, называемой Encephalum dalsificum, син. Паутерия dalsifica, по-русски, чудесные ягоды, или путерия сладковатая. Сам по себе миракулин не имеет сладкого вкуса, но он связывает и модифицирует сладкие рецепторы, которые активируются в присутствии кислых веществ, таких как цитрусовые. 98. Если вы обеспокоены или напуганы, у вас, вероятно, обостренное обоняние. Недавно ученые провели исследование среди небольшой группы. Хоть это был небольшой размер выборки, но тем не менее группа исследователей обнаружила, что чем больше группа испытуемых беспокоилась, тем лучше они точно распознавали плохие запахи. 99. Держа что-то теплое, вы будете воспринимать других теплее с эмоциональной точки зрения. Оказывается, многие физические вещи также влияют на ваше восприятие эмоций. Одно из проведенных недавно исследований установило, что у людей, держащих в руках тяжелые блокноты, больше уровень справедливости, и в случае, если к ним относятся неподобающим образом, например, работодатель, они более склонны защищать себя и высказывать недовольство по сравнению с теми, кто держал в руках легкий блокнот. 100. Наш мозг может игнорировать как визуальный образ, так и звуки,
которые он считает неважными в любой момент времени, когда наше внимание сосредоточено на другом. 101. Мозг не чувствует боли. Вы когда-нибудь задумывались, как нейрохирургам удается оперировать пациентов во время их бодрствования? Невролог и руководитель диагностического отдела в медицинской компании Abbott Маквистон объясняет, несмотря на то, что мозг имеет слои кровеносных сосудов с болевыми рецепторами, в самом органе этих рецепторов нет. Например, когда у человека болит голова, он думает, что боль исходит прямиком от головного мозга, но на деле это не совсем так. Болевые ощущения испытывают окружающий орган мышцы и кожа. 102. Мозг та еще жадина. Мозг может весить всего 3% от веса вашего тела, зато получает он около 30% крови, перекачиваемой сердцем. Этот факт наглядно демонстрирует, сколько внимания и поддержки требуется нашему мозгу по сравнению с другими, казалось бы, важными частями тела. Мозг похож на избалованного и требовательного ребенка, но при этом он чрезвычайно умен и эффективен, говорит Беннет Амалу, судебно-медицинский эксперт, невропатолог, профессор Калифорнийского университета в Дэвисе и автор книги «У истины нет стороны». Мозгу требуется примерно 1/10 секунды для ответной реакции и воспроизведения определенного действия. 103. Значительную часть времени человек действительно использует большую часть своего мозга. И хотя фильм «Области тьмы» с Брэдли Купером может заставить нас думать, что мы используем лишь малую часть своего мозга, на самом деле это неправда. Заблуждение возникло из-за того, что мозг настолько способен к адаптации, что порой незначительные изменения вызывают малозаметный эффект, утверждает Бред Венгейр, биоинженер, нейробиолог и соучредитель Halo Neuroscience. Дело в том, что большая часть вашего мозга постоянно работает, чтобы чувствовать, обрабатывать информацию и сигналы, думать, двигаться и даже спать. То есть даже когда мы ложимся в постель и засыпаем, наш мозг все еще напряженно работает. 104. Причем во сне мозговые волны еще более активны. Когда вы крепко спите, то можете подумать, что мозг отключается. Однако он делает гораздо больше, чем когда вы ходите, разговариваете, едите и думаете. В бодрствующем состоянии люди используют альфа- и бета-волны, объясняет Брэндон Брок, сертифицированный практикующий семейный медбрат и штатный врач Foundation Fischers Group. А во сне, особенно на ранних стадиях, начинает действовать тета-активность, которая по амплитуде больше альфа и бета. 105. Взрослый мозг по-прежнему производит новые нейроны. Несмотря на то, что большинство наших нейронов остаются с нами с самого рождения, и возраст действительно может на них влиять, мозг взрослого человека по-прежнему производит новые нейроны. Этот процесс называется нейрогенезом. Он протекает в особой области зубчатой фасции гиппокампа, рассказывает Венгейр. Считается, что эти нейроны важны для обучения, памяти и реакции на стресс. Факты о функционировании мозга широко обсуждались учеными со всего мира, но исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine в 2019 году, в котором изучалась ткань мозга 58 недавно умерших людей, показало, что мозг взрослого человека действительно может генерировать новые нейроны. Как можно усилить нейрогенез в собственном мозгу? Венгейр говорит о здоровом образе жизни, полноценном сне, регулярных упражнениях и сбалансированном питании. 106. Почти половина энергии ребенка уходит на подпитку его мозга. Чтобы мозг работал, как надо, ему требуется большое количество энергии. Особенно это касается маленьких детей, которые учатся новому, обрабатывают информацию и развиваются быстрыми темпами. Недавно ученые из Северо-Западного университета обнаружили, что в дошкольном возрасте, когда мозг ребенка развивается быстрее, физический рост замедляется. Скорее всего, это происходит для того, чтобы сэкономить больше энергии для развивающегося мозга, считает Венгейр. И наоборот, в период полового созревания, когда физический рост ускоряется, развитие мозга напротив замедляется, что, вероятно, не будет открытием для родителей подростков.
107. Упражнения полезны для мозга так же, как и для тела. Профессиональные спортсмены знают, насколько важно подпитывать мозг, чтобы вкладывать максимум усилий и энергии в тренировки. Это происходит из-за умственной стимуляции, связанной с упражнениями, а также потому, что здоровая сердечно-сосудистая система обеспечивает лучшую работу мозга, поясняет Венгейр. Особенно когда вы впервые пробуете новые фитнес-занятия или тренировочный план, ваш мозг усердно работает над изучением движений и контролем ваших мышц. 108. Человек может, так сказать, видеть ушами. Нейропластичность, или способность мозга реорганизовываться и изменяться на протяжении всей жизни человека, поистине замечательная вещь. В одном исследовании Монреальского университета, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, в 2011 году сравнивалась активность мозга людей, родившихся слепыми, и людей с нормальным зрением. Ученые обнаружили, что часть мозга, которая обычно работает с нашими глазами, вместо этого перенастраивается для обработки звуковой информации, а не визуального восприятия. 109. Зрительные области мозга находятся в его самой задней части. Этот факт может показаться нелогичным, учитывая, что глаза расположены в передней части головы. Однако в самом деле часть мозга, отвечающая за зрение, затылочная доля, расположена сзади. Ударьте кого-нибудь по затылку, и он увидит звездочки перед глазами, говорит Генри Сапер, бывший преподаватель кафедры клинической психологии на факультете психологии Филдинского университета. Точно так же левая часть нашего мозга управляет зрением на правой стороне и наоборот. То же касается и процесса обработки мозгом звука. Это происходит на противоположных сторонах головы. И хотя для объяснения этих странностей было предложено несколько эволюционных теорий, мы до сих пор не знаем, почему это происходит, рассказал Сапер. 110. Когда человек влюблен, активность мозга меняется. Слишком серьезные люди могут думать, что влюбленность – это всего лишь идея или термин, который используют люди для описания собственных чувств. Но сканирование мозга показало иначе. Функциональное МРТ сканирование мозга влюбленных людей показывает другую активность, в которой присутствует дофамин, нейромедиатор хорошего самочувствия, говорит доктор Маквистон. Другие области мозга, связанные с удовольствием и вознаграждением, в период влюбленности также могут действовать более активно. 111. Мозговая активность также уникальна, как и отпечатки пальцев. Исследование, опубликованное в журнале Nature Neuroscience, предполагает, что активность мозга человека может быть такой же уникальной, как и отпечатки пальцев. Чтобы прийти к заключению, ученые использовали функциональную МРТ для создания профилей связи, которые позволили исследователям идентифицировать активность мозга более 100 человек. Изучение индивидуальных мозговых связей дало ученым возможность получить конкретное представление об интеллекте и личности человека, объяснил доктор Маквистон. Эти результаты могут повлиять на сканирование мозга в будущем, чтобы однажды помочь индивидуализировать уход за каждым человеком уникальным организмом. 112. Наш мозг меньше, чем у наших предков. Если задуматься, это может быть одним из самых удивительных и шокирующих фактов о мозге. Но палеоантропологические исследования доказывают, что с течением времени наш мозг сокращается. Скелеты наших предков, найденные на всех обитаемых континентах, подтверждают эту гипотезу. Некоторые ученые предполагают, что это может быть связано с тем, что за последние 10 тысяч лет средний размер тела человека тоже уменьшился в размерах. Для большого тела требуется более крупная нервная система, поэтому по мере того, как наши тела становились меньше, наш мозг тоже реагировал на эти изменения, предполагает нейрохирург Дональд Криф. 113. В мозге больше различных клеток, чем в любой другой ткани нашего тела. В отличие от печени или мышц, где большинство клеток относятся к одному виду, мозг состоит из множества сложных, взаимосвязанных типов клеток, одним из которых являются нейроны, объясняет Хермона Сарек,
профессор молекулярной нейробиологии в Центре исследований мозга Еврейского университета имени Эдмонда и Лили Сафры в Иерусалиме. 114. При чтении вслух используются иные мозговые схемы, чем при чтении про себя. Исследователи давно поняли, что дети сначала учатся читать вслух и только потом про себя. Окружающий шум, хаотический шум и шумовая дискриминация используют разные каналы, утверждает Брэндон Брок. Точно так же шум в форме музыки обрабатывается не так, как обычная речь, разные частоты, высоты и тональности. 115. Клетки мозга могут выжить только за счет кислорода и глюкозы. Эти два питательных вещества невероятно важны для функционирования и жизнедеятельности человеческого мозга. Требуется всего 3-5 минут, чтобы мозг получил повреждения, вызванные нехваткой кислорода и глюкозы. Как объясняет Беннет Амалу, мозг управляет сердцем и легкими, а также нашим сознанием. Вот почему смерть почти никогда не бывает мгновенной. Даже если живое существо обезглавлено, мозг не получает смертельных повреждений и продолжает функционировать еще несколько минут. 116. Чтение позволяет мозгу напрямую загружать информацию. И хотя до гарнитур из научной фантастики нам еще далеко технологии, хотя бы тот же печатный станок, на протяжении многих лет расширяют человеческие способности и помогают нам учиться, обрабатывать информацию и общаться, объясняет Венгейр. Но почему это считается интерфейсом мозга машины? Дело в том, что когда вы научились читать, ваш мозг должен был измениться и перестроиться так, чтобы ваши визуальные и языковые системы смогли передавать информацию со страницы книг в вашу рабочую память. Теперь мы расширяем свой мозг с помощью смартфонов и интернет-поисковиков, говорит эксперт. И как и в случае с гарнитурами из научной фантастики, мы должны использовать их с умом. 117. И хотя с возрастом процессы в организме замедляются, большая часть нашего мозга остается нетронутой. Как говорили представители многих цивилизаций, люди старшего возраста знают больше благодаря своему опыту, даже если их память уже не такая, как прежде, утверждает Сапер. Что касается старения, то ум, который остается активным, не покажет упадка. Естественно, это предполагает ежедневную тренировку мозга, поэтому кроссворды и игры типа судоку, бинго и маджонга могут оказаться очень полезными для пожилых людей. Если люди старшего поколения начнут выполнять умственные упражнения, их интеллект действительно может повыситься, считает Сапер. То же самое можно сказать и о теле. 118. Объем памяти мозга практически не ограничен. Не существует такой вещи, как слишком много знаний. Момент, когда вы не сможете больше запоминать информацию, никогда не настанет, хотя безусловно он может возникнуть после долгого собрания на работе. Ваш мозг не расходуется, как хранилище данных на вашем компьютере или смартфоне, уверяет доктор Крив. Его сила бесконечна. Хотя недостаток сна все же может повлиять на способность вашего мозга запоминать информацию. 119. Возможности мозга безграничны. Мозг похож на мышцу, объясняет Ширли Ньюэлл, бывший главный врач Иджис Ливинг. Вы можете построить свой когнитивный резерв, врожденную способность мозга выполнять работу с помощью различных типов обучения или новых методов. Люди с более сильным и здоровым когнитивным резервом, которые укрепляют мозг новыми знаниями и опытом, лучше справляются с неожиданными жизненными обстоятельствами. 120. Кратковременная память обычно длится от 20 до 30 секунд. Вы когда-нибудь задумывались, как можно сказать что-то, ненадолго отвлечься, а потом полностью забыть о том, что вы собирались произнести? Это связано со способностью мозга удерживать небольшие объемы информации в активном уме. Он сохраняет ее в легком доступе, но отводит на это всего полминуты. Брок отмечает, что если называть людям цифры, их удерживают в памяти около 7,3 секунд. С буквами это время увеличивается до 9,3 секунд. 121. Если хирургически удалить почти половину мозга,
Это практически не повлияет на нашу способность мыслить и запоминать. Как бы нереально это ни звучало, хирургическое удаление половины мозга периодически происходит в реальной жизни. Это очень редкая нейрохирургическая процедура, которая используется для лечения различных судорожных расстройств. Конечно, она не обходится без последствий. Некоторые черты полушарий очень специфичны, поэтому их потеря может привести к едва заметным изменениям, говорит Брок. Как правило, память, юмор и личность остаются прежними, а когнитивные способности слегка меняются. 122. Недостаток сна может по-разному влиять на мозг. Нам рекомендуют спать по 7-9 часов в сутки, и на это есть причина. Телу и мозгу требуется отдых, чтобы нормально функционировать, сохранять память и своевременно реагировать на определенные действия. Даже если вы не выспались одной ночью, это влияет на ход ваших мыслей. Недостаток сна убивает клетки мозга. А продолжительный недосып даже может вызвать психоз, а также снизить способность тела и мозга к самовосстановлению, предупреждает Брок. Все это в итоге может повлиять на процесс познания, суждения и время реакции. 123. Человеческий мозг – единственный объект на нашей планете, который может созерцать сам себя, подумайте об этом на досуге. 124. Между мужским и женским мозгом есть небольшие анатомические различия. 125. Мы часто слышим, что кто-то может быть правополушарным или левополушарным, и что первые более креативны и артистичны, а вторые более техничны и логичны. Но правда в том, что оба полушария неразрывно взаимосвязаны. 126. Ученые говорят, что у людей с более высоким IQ память лучше. Значит ли это, что если человек не может вспомнить сон, то он психически слаб? Нет, даже гениям порой трудно вспомнить, что им приснилось. Большинство людей, независимо от степени одаренности, забывает 50% сновидений в первые 5 минут после пробуждения и 90% в течение 10 минут. 127. У 12% людей сны черно-белые. 128. Головной мозг не представляет собой серую твердую массу, это желеобразное, розовое и мягкое вещество, что связано с высоким содержанием в нем воды. 129. Мозг никогда не улавливает картинку в виде видеоролика и не воспроизводит воспоминания, как фильм. На самом деле он делает снимки, более или менее разобщенные по времени. Когда вы пытаетесь вспомнить конкретный случай, он на основе визуальных, слуховых, двигательных, эмоциональных и прочих факторов выстраивает предполагаемую линию событий, произошедших между двумя реальными снимками. Этим объясняются ложные воспоминания. 130. Количество клеток в мозгу при рождении почти такое же, как во взрослом возрасте. Однако клетки увеличиваются в объеме, достигая максимального размера в 6-летнем возрасте. 131. Большинство людей дышат от 16 до 20 раз в минуту. Частота дыхания человека – это количество вдохов в минуту. Нормальная частота дыхания для взрослого человека в состоянии покоя составляет от 16 до 20 вдохов в минуту. Частота дыхания менее 12-16 или более 25 вдохов в минуту во время отдыха считается ненормальной. Частоту нормального дыхания могут изменять такие состояния, как астма, чувство беспокойства, пневмония, застойная сердечная недостаточность, заболевания легких и другие. 132. Вы не можете дышать и глотать одновременно. То есть если вы не грудной ребенок, пьющий материнское молоко, или вы не примат, вы не можете дышать и глотать одновременно. В какой-то момент в нашей эволюции люди потеряли способность делать это. Примечательно, что новорожденные дети могут глотать и дышать одновременно в среднем до 9-месячного возраста. Затем организм ребенка утрачивает эту способность. 133. Ваш язык лежит на верхней или нижней части рта в зависимости от того, носителем какого языка вы являетесь. Возможно, вы слышали не раз, что в жизни лучше всегда держать язык за зубами. А знаете ли вы,
что от того, носителем какого языка вы являетесь, зависит, в каком положении вы держите язык во рту, когда молчите. Это удивительно, но факт. Например, если ваш родной язык английский, согласно недавно проведенному исследованию, вы наверняка держите язык в верхней части рта. Результаты этого исследования были опубликованы в журнале «Фонетика». Правда, результаты исследования еще не окончательные, поскольку в нем приняло участие всего 10 человек. Так что в будущем, возможно, ученые обнародуют более подробные результаты. 134. В среднем у взрослого человека около 5,2 литра крови в теле. Например, взрослый человек весом 60 килограммов имеет 4,5 литра крови. Так, объем крови в организме зависит от его веса. В среднем количество крови в теле составляет 6-8% от веса человека. В норме же у взрослых мужчин средний объем крови составляет 5,2 литра. У женщин это значение ниже 3,9 литра. У новорожденных детей объем крови всего от 200 до 350 мл. 135. Сердца большинства взрослых бьются от 60 до 100 раз в минуту. Каждый удар прокачивает около 70 мл крови. 7600 литров крови сердце в среднем прокачивает за день. 136. Это означает, что ваше сердце качает около 5 литров крови каждую минуту. Больше 5 литров крови за минуту означает, что вся ваша кровь проходит через ваше сердце примерно раз в минуту. 137. Большинство людей подвержены заразительному зеванию, даже когда они не устали. При виде зевающего человека вы сами можете начать зевать, причем даже если вы не испытываете никакой сонливости. То есть зевание заразительно. Также заставить зевать вас может текст в книге, которую вы читаете, где есть строчка о том, что герой рассказа или романа зевает. 138. Зуд также может быть заразительным. Простого наблюдения за тем, как кто-то чешется, достаточно, чтобы вызвать у себя собственный приступ зуда. Причем чаще всего такой заразительный зуд связан с боязнью насекомых-вредителей, которые могут обитать на вашей одежде или на теле. Также по этой же причине у вас может появиться зуд по всему телу, когда вы видите какое-нибудь противное и неприятное насекомое. Да-да, мы можем начать чесаться, даже если понимаем, что никаких вредителей нет и все это плод нашего воображения. Тем не менее, наш организм создаст симптомы зуда при первом же виде неприятного насекомого. 139. Одно моргание длится от 0,1 до 0,4 секунды. Вы, конечно, этого не замечаете. Это очень быстро, потому что вы моргаете в мгновение ока. 140. В нашем теле достаточно хлора, чтобы продезинфицировать несколько плавательных бассейнов, а из углерода, содержащегося в организме, можно сделать 9000 карандашей. 141. Наше сердце способно биться в такт музыки. Чем музыка быстрее, например, в рок-н-ролле, тем сердце бьется чаще, и наше настроение повышается. А когда мы слушаем ададжио аль-Бенони, наоборот, частота сердечных сокращений замедляется, и мы чувствуем покой и умиротворение. 142. Наши волосы – наша сила. Если собрать все волосы на голове в пучок, он сможет выдержать вес 12 тонн, 2 крупных слонов. 143. Сколько бактерий мы носим на себе? На нашем теле постоянно находится более 30 триллионов бактерий. 144. Наши зубы так же сильны, как зубы акулы. Единственная причина, по которой мы должны использовать ножи при поедании мяса, это форма зубов, а не их прочность. У людей и акул зубы одинаково прочные. 145. Грязные волосы могут улучшить качество воздуха. Масляный покров на коже головы работает как дезодорант. 146. 5 чувств у человека гораздо больше. Кроме традиционных зрения, обоняния, слуха, осязания и вкуса, человек владеет еще чувством пространства, проприоцепция, температуры, термоцепция, боли,
Нацицепция, времени и равновесия, эквилибриоцепция. 147. Когда у нас стресс или мы нервничаем, организм производит больше серы в ушах. Ее количество увеличивается и от использования наушников-вкладышей. 148. Люди, бананы и курицы. Структура ДНК человека, бананы и курицы на 60% идентична. 149. Каждую минуту на нашем теле гибнет 300 миллионов клеток. Несмотря на ужасающую цифру, на самом деле это нормально, у нас есть до 100 триллионов клеток для жизни. 150. Кожный покров человека меняется полностью в течение 1 месяца. В пересчете на день это означает потерю от 30 тысяч клеток до 40 тысяч клеток кожи. На этом я бы хотел закончить это видео со 150 правдивыми фактами о человеческом организме. Для всех досмотревших этот ролик до конца, предлагаю узнать бонусный факт о нашем теле. Определенная порция адреналина может наделить человека такой силой, что он сможет поднять автомобиль. Кроме усиления мышц, адреналин способен активизировать и другие функции: память, дыхание, выносливость. Вот такими у нас получились 150 правдивых фактов об организме человека. Надеемся, вам понравился материал, который мы собрали для вас. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением о ролике, все это очень важно для нас и позволяет продолжать радовать вас новыми, надеемся, еще более интересными видео. Отдельно хочу поблагодарить всех поддержавших наш канал материально зрителях, их имена вы можете увидеть в описании ролика. Благодарим за просмотр этого видео и просим подписаться на канал Книги, Истории, Факты и нажать на колокольчик. Вам наверняка понравится. Мы расскажем еще много интересного и познавательного. Просим вас, при возможности, помочь каналу, заглянув в описание этого видео, и поддержать